Привет-привет! Это «Астрология простыми словами». Меня зовут Саша. Подписывайтесь, чтобы не пропускать мои видео. Я выпускаю их довольно часто, стараюсь, по крайней мере. У меня к вам сразу просьба. Напишите, пожалуйста, из какой страны вы меня сейчас смотрите. Потому что у канала сформировалась наконец-таки аналитика. Канал еще совсем молодой и маленький, ему меньше месяца. И YouTube стал мне показывать наконец-таки, в каких странах живут мои зрители. Я удивилась такому вообще разбросу, поэтому хочу спросить вас лично, где вы живете? Напишите в комментариях, я вам буду очень признательна. Ну и сегодня у нас тема, которую кто-то из подписчиков даже просил, это Венера в женской натальной карте. Видео про Венеру в мужской натальной карте вот где-то здесь постараюсь, или здесь постараюсь оставить. Напомнить, я уже снимала. Венера в мужской натальной карте — это самка мечты, женский образ, который в подсознании у мужчины, который он хочет, жаждет, вожделеет, любит. Не всегда это сходится с реальностью, но по натальной карте так и есть. Это самка мечты. Сегодня будет Венера в женской натальной карте. Венера в женской натальной карте, опять же, по-разному. Разные учителя, разные школы интерпретируют по-разному. Но если брать такое общее, то это, в общем-то, наша внутренняя женщина, то, как она устроена, какая она. Это ухаживание, какие любит эта женщина, как ее покорить, как за ней ухаживать. Это в том числе стиль, какого стоит придерживаться, чтобы выглядеть гармонично, чтобы достигать желаемого. Поэтому сегодня разберем Венеру в знаках. Ищите свою Венеру в своей натальной карте, как строите, как искать и как читать. Натальную карту я уже рассказывала, есть несколько видео. Полистайте канал, везде поставьте лайк обязательно и напишите комментарий. И поехали, рассказывать буду сейчас. Если Венера в Овне, то такая женщина с повышенным женским началом, ей очень важно быть в отношениях. Если она в отношениях или кем-то увлечена, кто-то ей нравится, она хороша, гармонична, спокойна, весела. Если у нее нет никого, если она никем не увлечена, то это выливается, в общем-то, как и часто бывает у Овна, в агрессию, в раздражительность. Обязательно в таком случае компенсировать спортом. Как только никого нет, идем качать попу. Венера в Тельце традиционно считается чуть ли не идеальной женщиной, поскольку это лучшее положение Венеры в знаке. Эта женщина очень заботлива, она тактильна, она готова вообще многое делать для своего мужчины. Ей очень важно, чтобы мужчина зарабатывал больше, чем она в любом случае. Ей очень нравятся консервативные, такие классические ухаживания, цветы, рестораны, подарки. Но такая женщина, как правило, очень ревнивая, она собственница. Если мужчина ее, то он ее. Очень часто, расставшись с такой женщиной, обычно мужчины жалеют, кусают локти и думают, зачем же они это сделали. Если у такой женщины никого нет, то ее сублимация, куда же направить ей энергию, это уют, дом, декорирование пространства, в котором она живет. То есть готовить гнездышко к тому, чтобы там появился ее самец мечты. Венера в Близнецах. Это женщина про поговорить. Есть у нее мужчина? Хорошо. Нет мужчины? Тоже неплохо. Она не будет особо страдать. Она будет компенсировать через обучение, какие-то курсы, через путешествия. Она будет плотно заниматься собой. Такой женщине очень важно в паре, чтобы было о чем поговорить. Если этого нет, то все остальное уходит на второй план. Поэтому разговаривайте. Если Венера в Раке, тут рак очень сильно влияет на такую женщину. Это женщина про преданность, про материнство. Знакомясь с мужчиной, она прежде всего примеряет его как отца для своих будущих детей и думает, насколько бы он был классным родителем и семьянином. У такой женщины, правда, есть риск начать относиться и к мужчине как к ребенку, потому что в ней очень много этой опеки, тепла, заботы. Венера во Льве. Тут, конечно же, все ярко, экспрессивно. Нет мужчины? Хорошо. Есть мужчина? Еще лучше. Эта женщина, конечно, как правило, она гордая, она ни за кем бегать не будет. Это не царское дело самой бегать за кем-то, обращать на себя внимание, тем более за кем-то ухаживать. Конечно, здесь мужчина должен быть настойчив. Ухаживания должны быть какими-то яркими, впечатляющими, чтобы бах и, не знаю, там 100 роз как минимум
минимум, и ты упала, и он уже у твоих ног. То есть что-то такое, что может покорить ее. Для такой женщины очень важно быть самостоятельной и материально независимой. Сублимация: если нет мужчины, живи для себя, развивайся, вкладывай в себя все свои деньги, силы и время. Венера в Деве – это, пожалуй, самая неоднозначная Венера. Это женщина, которая очень часто сама не знает, чего она хочет. Это вот тот случай: хочу умного, нет, не хочу очень умного, он будет умнее меня. Хочу богатого, нет, не хочу богатого, на него будут смотреть другие женщины, обращать больше внимания. Хочу иностранца, хочу, нет, не иностранца, хочу так далее и так далее. То есть эта женщина часто сама не знает, чего она хочет. Из-за этого, конечно, она сама мучается. Если у нее есть определенный выбор, несколько человек, она выберет всегда того, кто больше зарабатывает. Это ей важно, потому что здесь Венера в Деве – это такая практичная все-таки девушка. Ей обязательно нужно заниматься творчеством, чтобы как-то вот скомпенсировать вот это свое «хочу, не хочу, знаю, не знаю». Еще у таких девушек очень часто есть прям четкий список того, чего они не приемлют. Ну, то есть это могут быть какие-то такие детали, я не знаю, там, например, нос такой формы, а вот чтобы ногти были строго короткие, а не чуть-чуть длиннее. То есть очень много мелочей, понятных только ей, потому что еще, как правило, она брезглива, поэтому из этого вырастает вот такой список, какое все должно быть или не должно быть. И, к сожалению, эта девушка, если она одна, в общем-то, компенсаторика у нее творчество, да, но она занимается самоедством. Вот, девочки, у кого Венера в Деве, занимайтесь больше творчеством и снизьте планку, и будет вам счастье. Венера в Весах. Ну, Весы у нас, в принципе, парный знак, да, и Венера здесь такая же. Это очень гармоничная, хорошая Венера, когда она в Весах. Эта женщина, она хочет быть в паре, ей гораздо проще, интереснее, лучше живется не одной, когда у нее кем-то занято сердце, голова, ум, ей очень хорошо. Но есть один минус. Такая женщина настолько хочет отношений, что она буквально готова простить вообще все, что угодно мужчине. Если он альфонс, если он там смотрит еще и ухаживает за кучей других женщин, если у него, возможно, проблема с алкоголем и так далее. Вот над этим обязательно нужно подумать, если у вас есть такие нюансы. Ну и сублимация для такой женщины, для Венеры в Весах, если она одна, это фанатичный уход за собой. Ухаживать, вкладывать в себя, в свою внешность. Венера в Скорпионе. Я тут даже боюсь начинать. Как и все в Скорпионе, часто, простите, мои любимые Скорпионы, но планеты, когда расположены в Скорпионе, это обычно, сочетание не для слабонервных. Венера в Скорпионе – это, конечно, самая роковая Венера, самая злая такая. Это та женщина, которая вот прям в глотку вгрызается, что называется, если ты ей понравился. Ее не смутит чужая семья, чужие отношения. То есть, если ей понравилось, если она считает, что этот мужчина должен быть с ней, она сделает все возможное и невозможное, чтобы он был с ней. Потом она его также легко бросит и ни разу не пожалеет. Разобьет вполне себе семью, сердце этому мужчине, потреплет всем нервы, но уйдет с чувством удовлетворения. Это точно про нее. Для такой женщины очень важен секс. Впрочем, это единственное, чем можно на нее произвести впечатление, только хорошим сексом. Все остальное ей, собственно, не важно. Ей важно, чтобы ее хотели, желательно круглосуточно. Конечно же, она очень тактильна, она сама, как правило, очень сексуальна. Если у такой женщины нет мужчины, она начинает просто сходить с ума, устраивать какие-то выходки. Компенсаторика здесь может быть экстремальный спорт или какие-то такие увлечения, которые щекочут нервы, дают ей вот эту дозу адреналина, которую она, как правило, привыкла получать от мужчины, от этих буйных, неспокойных, страстных отношений. Венера в Стрельце – это активная, яркая девушка, как правило. Она очень ценит уважение к себе, чтобы к ней относились как к личности. При этом может себе позволять довольно много. Для нее вполне нормальны могут быть измены с ее стороны. Еще такой девушке чаще, чем остальным, могут нравиться иностранцы. Ее прям манит все иностранное, и, соответственно, мужчины тоже. Сублимация, когда нет мужчины, здесь, конечно же, это учеба, саморазвитие и путешествие. Чем больше, тем лучше.
Венера в Козероге. Ну, это самая прагматичная, самая такая сдержанная Венера. Это женщина, которая выбирает мужчину прежде всего по статусу. Ей важен его статус, его финансовое положение, кто он и что он, на чем он ездит, где он живет, как он одевается, сколько это все стоит. Да, она умеет любить, для нее важны тоже чувства, но, как правило, они уходят на второй план. Сначала все-таки социальное положение. Часто такая женщина принимает с удовольствием ухаживание от более зрелых, взрослых мужчин, которые, опять же, уже состоялись. Она прагматична по своей натуре, ей важна финансовая выгода, так она относится, в общем-то, и к изменам. К мужским она считает, что все возможно в этой жизни, все можно понять и простить, и в том числе сама может изменить, если это может принести ей какую-то выгоду. Если такая женщина одна, то, как правило, она стремится как можно больше заработать, как можно больше достичь. Если такая женщина одна, то, как правило, она активно работает, зарабатывает, вкладывает в недвижимость и копит. То есть, опять же, строит свое финансовое благополучие. Венера в Водолее в женской натальной карте – это такая дружелюбная Венера. И для нее сначала ты друг, потом ты мужчина. Это именно те женщины, которые строят отношения из компаний друзей, из каких-то учебных рабочих коллективов, когда сначала вы общались, классно тусили где-то, просто о чем-то мило разговаривали на кофе-брейке. И постепенно, когда ты стал для нее близким, по-человечески близким, она готова рассмотреть уже тебя как мужчину, как партнера, как спутника рядом с собой. Если же у такой женщины нет мужчины, то ее сублимация – это общественная жизнь. Она должна максимально себя в ней проявлять, участвовать. Это могут быть и какие-то в коллективе мероприятия, и даже митинги, и даже политика в том числе. То есть быть где-то на виду, постоянно разговаривать, что-то доказывать, что-то рассказывать и быть полезной в этом во всем. И последнее – это Венера в Рыбах. Сказать честно, это самая такая Венера, которую хочется обнять и плакать, потому что это женщина, которая, в общем-то, готова любить кого угодно, встречаться с кем угодно, именно потому что она не хочет быть одна. В ней масса жертвенности. Это та женщина, которая как раз готова ждать мужчину с мест лишения свободы, жить с каким-нибудь алкоголиком, прощать ему все, ну вот потому что у нее очень много жалости, у нее очень много сопереживания. Потом она, в принципе, может обратить внимание и вцепиться в любого, кто на нее обратил внимание. Даже вежливость часто такая женщина может воспринимать уже как флирт. Ага, он там что-то мне сказал приятное, наверное, я ему нравлюсь. Вот примерно такой подход. Такая женщина еще любит подарки, потому что рыбы – это, конечно же, воображение, это визуал, это какие-то приятности. Она очень любит подарки, если за ней ухаживать, этим ее можно покорить. Сублимация. Я такая бедная, я такая несчастная, меня никто не любит. Вот этим обычно занимаются женщины с Венерой в Рыбах, когда они одни и когда им одиноко. На этом все про Венеру. Напишите обязательно в комментариях, какая у вас Венера, соответствует ли это вашей жизни, все, что я рассказала. Повторюсь, это очень общие характеристики. Если смотреть индивидуальную натальную карту, там еще есть аспекты, соединения, другие планеты, масса всего, что может трансформировать это положение Венеры в знаке. Поэтому не принимаем близко к сердцу, просто слушаем, думаем, сравниваем. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк и до нового видео. Пока-пока.